Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое за то, что заходите, комментируете, добавляетесь и обсуждаете все то, что волнует и то, что тревожит. А волнующим и тревожащим прямо сейчас с доктором Евгением Комаровским. Евгений Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Рад вас видеть. Слава Украине. Да, героям слава. Евгений Олегович, начнем с таких очень важных и тревожащих по-настоящему новостей. Поступают данные, что в Беларуси разлетались самолеты, которые могут носить кинжалы, ну, правда, без кинжалов, но разлетались, и прибыли российские военные. И всерьез уже говорят об угрозе вторжения со стороны Беларуси, то ли старыми тропами на Киев, то ли новыми на Ровно и Волынскую область. Действительно, тревожно еще и от того, что ряд посольств призвали своих граждан быстро уезжать из Украины, закрываются посольства. Нас ожидает повторение 24 февраля. Что вы думаете, что вы видите сейчас из информационной картины? Прямо вижу, как сразу же в комментариях появляется сообщение: Комаровский уже стал военным экспертом и так далее. Нет, 24 февраля повториться не может. Потому что 24 февраля количество людей, которые могли себе представить, что это возможно, не превышало там 0,5%. Основное, никто, большинство людей были уверены в том, что это невозможно, что вы в 21 веке бомбили города. Это в принципе было невозможно. Сейчас, с моей точки зрения, опять-таки, еще раз говорю, чисто на уровне понимания, моего понимания человеческой психологии. Как мне кажется, для того, чтобы не дать нашим продвинуться там, где это наиболее реально, где от этого будет максимальное количество шума, а максимальное количество шума политического будет в случае, когда под контроль вооруженных сил Украины перейдет, например, Херсон, да, или Васильевка, или Токмак, или Бердянск, и так далее. Вот если это произойдет, то это будет очень серьезный политический шум. Для того, чтобы максимальное количество соединений, сил, резервов людских собрать не на южном направлении, а на северном, надо очень активно суетиться в белорусском направлении. Вот у меня впечатление такое. Опять-таки, как мне кажется, что после того, как они просто объявили о том, что вот у них теперь цель какая, у них же теперь понятная цель, да, вот оставьте наше, и мы готовы мириться, в принципе. Они же все время намекают, что вот у нас есть 4 новых субъекта федерации, отдайте их нам и катитесь, все, и будет мир, дружба, жвачка. В эту концепцию, опять-таки, Беларусь как-то тоже не вяжется. Не вяжется и все. Да, именно вот эти переговоры, о которых сейчас говорят на фоне обострения, которым якобы Путин принуждает Украину, они вообще маловероятны с точки зрения вот этой аннексии, то, что забрали просто одним росчерком пера, хорошо, не одним, а несколькими росчерками пера, присвоили чужую территорию, которую мало того и не контролируют. Это интересно. Извините, я еще хочу сказать, что переговоры, они еще и уже невозможны юридически, поскольку есть указ президента о невозможности таких переговоров. Да, именно. И собственно, что происходит на там переговорном треке? Вы, казалось бы, должны, как по роду своей деятельности, должны за мир быть, за то, что давайте, скажем так, остановим войну. Но мы не видим рычагов и механизмов, как это можно сделать. Это тупик? С моей точки зрения, я как человек, который за мир, для меня понимаете, как важно сделать так, чтобы сейчас перестала болеть, а через неделю пациент умер, это неинтересно, понимаете? Поэтому нам как-то надо вылечить радикально. Вот же что. Мы же не хотим инвалидность получить пожизненную, да? Когда мы знаем, что сейчас знаете, есть куча таких болячек, типа нарушение микроциркуляции при диабете, например, когда сначала пальчик ампутировали, потом стопу ампутировали, потом ногу ампутировали, понимаете? Вот такое все. И любой мир после отрезанного пальчика приведет к тому, что будут отрезать стопу. Понимаете? Поэтому это не лечение. Так не лечится. Именно поэтому я, кстати, хочу вам сказать, что есть очень классная аналогия, я про нее все время рассказываю.
есть такое понятие, я говорю, эффект магнезии. Я не знаю, слышали вы, не слышали, но суть такая, что когда это в традициях скорой помощи советских времен, что когда у вас очень сильно болит голова, к вам домой приезжает скорая помощь и делает вам в задницу укол магнезии. После этого у вас так болит задница, что вы забываете про голову. Понимаете? И вот в Белоруссии примерно эффект магнезии. Хотят создать раздражающий очаг где-то там, чтобы мы забыли про то, где реальная зона, за которую действительно надо волноваться. Вот мне так кажется. Да, потрясающая аналогия с эффектом магнезии. Так, в принципе, и работает наше информационное пространство. Поэтому, поэтому я хотел бы, все-таки какие-то вещи с вами обсудить, которые более вот к земле, к нам, к жизни людей. В продолжении военной темы, вот офис генпрокурора украинского обновил статистику. 423 ребенка эта война, жизни этих детей она унесла. 1233 ребенка ранены впоследствии боевых действий. И вот это как сухая статистика. Это понятно, что не раскрывает там трагедию каждой семьи и трагедию каждого человека. Но тем не менее, в прошлый раз, когда мы с вами общались на моем канале, находились люди в комментариях, которые пишут: вот, Комаровский, дети, а почему он не говорит о детях Донбасса, а почему и понятно, что розжиг идет в комментариях. Статистика ведь страшная. Почему дети не стали аргументом войну, не то чтобы там не начинать, но хотя бы не доводить до этого сумасшествия, которое мы видим сейчас? Александр, дети никогда никаким аргументом не были. Ни в Украине, ни в России, ни в Европе, нигде. Понимаете, нигде. У нас есть такое, знаете, квинтэссенция воровства и коррупции нашей внутренней, которая называлась больница будущего. Помните про такое? На которую вся страна сбрасывалась, и где она есть? То есть мы доказали, что дети ни о чем не... Это на детях украсть, это не вопрос. Вора не останавливает понятие дети. Убийцу не останавливает понятие дети. Дети это никак. Дети это классно украсть. Дети это классно кричать, что дети наше будущее, чтобы иметь возможность украсть в настоящем. Понимаете? Я точно знаю, что если я опытнейший человек в Ютубе, любое упоминание слова дети в названии ролика уменьшает просмотры в 3-4 раза. Любое. Когда я говорю: что ж вы, гады, почему вы не смотрите? Это же принципиально важно. Ой, у нас так сердце болит, нам так больно на это смотреть, я не хочу расстраиваться и так далее. Какого хрена вы не хотите расстраиваться, вы не знаете, как в зиму войти с ребенком. Понимаете, и так далее. Вы правил неотложной помощи детям не знаете. И учиться не хотите. И здесь не расисты виноваты. Понимаете? Я все время говорю, что словосочетание «дети наше будущее» это бандитизм. Это желание украсть сейчас. Просто ребенку, другой вопрос в том, что для того, чтобы ребенку быть счастливым в настоящем, ребенку нужны счастливые мама и папа в нормальной демократической стране. То есть вот тогда семья, где ребенок часть семьи. И вот, собственно говоря, задача педиатра – это правила жизни семьи с детьми. Вот моя задача, понимаете? Да? И когда мы произносим фразу «дети погибшие», «дети раненые», а дети угнанные в Россию, а дети украденные, да? А дети там усыновленные по упрощенной симптоматике, а дети психологически настолько травмированные, что без адекватного восстановления это просто пропали, дети пропавшие просто, да? А куча детей, вроде как и не раненых, и не убитых, но которые видят ежедневно рыдающую маму, которые не могут поговорить, взрослые в новостном поле совершенно другому, и дети предоставлены сами себе. А дети, которые пошли просто прогуляться и подорвались, и так далее, и так далее. Это такой спектр проблем страшный, понимаете, страшный. И я вижу, что мы в этом направлении действуем очень вяло, очень вяло. Потому, я как бы пытаюсь все время на это обращать внимание. Но дело просто в том, что я не являюсь профессионалом в лечении психотравмы детской. Я как эксперт
организовал, например, там, программу, которая называется «Школа доктора Комаровского», я там могу учить каждую маму, как помочь при соплях, при сыпи, при температуре, при больном ухе, при заболел живот, понимаете, при носовом кровотечении. Я это умею, это мое. И я прекрасно понимаю, что если вы, вот у вас есть ребенок, значит, вы не можете вырастить ребенка, чтобы он не разбил коленку, не заболел, не получил поноса, не покрылся сыпью и так далее. И вам, как родителям нормальным, надо знать, как ему помочь. Это очевидно. Да? Сейчас нужна другая программа. Как развлечь ребенка, если он не может выйти из дома, потому что тревога с утра до ночи. Да? Как научить дитё спать, соблюдая правила 2 стен. Как разговаривать ребенку, рассказывать, что все спокойно, или говорить ему правду. Брать ребенка, я уже 100 раз приводил это, брать ребенка на похороны или не брать. Да, когда папа звонит, и папе включать видео с окопа и показывать папу, разговаривать. Смотрите, я на самом деле могу составить список из там 200 вопросов, на которые ответ должен дать не я, на которые ответ должен дать кто? Профессиональный, детский психолог, да? Сертифицированный нашими можновладцами. И такие психологи должны выйти вот в тот самый марафон. Понимаете? У этих психологов, такие как вы, Александр, должны с утра до ночи брать интервью. Понимаете? Потому что это надо позарез всем. Но это всегда такое было, понимаете? Как ты кричишь, допустим, дети не привиты от кори, 50%. Будет эпидемия. Ля-ля-ля-ля-ля, дети умирают, дети болеют, это никого не интересует. А сейчас говорят, ребята, у нас 90% детей Украины в психотравме. Ими надо заниматься. Это государственная должна быть политика. Государственная. Понимаете? Это надо выделять деньги. Это надо планировать в бюджете. Понимаете? Вот такое. И интервью, ежедневные интервью с губернаторами, со спикерами МОЗ, со спикерами там, разведки, СБУ и так далее. Вот эти спикеров показывают. Замечательно. А что детского психолога они показывают 3 раза в день? Ну почему? Я говорил уже на эту тему. Понимаете, какая ситуация? Впечатление такое, что люди думают, что эта проблема рассосется. Просто если дети сейчас не выпрыгивают из окон, не вешаются, не травятся, то вы думаете, или просто этого никто не замечает, этих проблем, так они куда-то спрячутся. Ну, я приводил элементарный пример. Я просто говорил об этом, по-моему, там 3 месяца назад. Ну, вот есть каналы телевизионные, которые вы закрыли. Вы просто взяли и закрыли. У которых были коллективы, возможности и так далее. А нельзя было этим каналам предложить: организуйте круглосуточное вещание психологов, врачей, терапевтов, чтобы люди могли получать информацию. Можно было такое? Наверное, можно. Но, тем не менее. Поэтому я вам честно скажу, я как человек, который все-таки 40 лет жизни занимается детьми, я очень большой пессимист в плане того, что государственная машина обратит на этих детей внимание. Честно вам скажу. Да, поэтому мы будем сами с вами вот ковыряться, разбираться, выяснять, будем как могу. Но еще раз говорю, мне просто рассказать, как подготовить ребенка к зиме, как его кормить, как его одевать, как обеспечить воздух в спальне, режим прогулок, там, питание. Это я могу. Но как мозги ему вправить, понимаете? Как быть? Вот как быть? Вот, может, вы мне расскажете. Как быть, если ребенок не может включить ни один канал, там, ни один мессенджер, ничего, чтобы не услышать 3-этажный мат. Да, это проблема. А тем более уж с Ютубом, ТикТоком и так далее. И прочими. А нельзя вот ввести такой, знаете, флешмоб. Ребята, наши ребята, которые нам рассказывают про рашистов, про это военное свинство, которые показывают вот все это. А давайте введем такой флешмоб. Будем рассказывать про мерзавцев без мата. Может хоть наши ребята, наши корреспонденты военные, да, контролировать язык, потому что детям тоже надо об этом знать. О том, что там на фронте происходит. Надо знать, чем рискуют люди и так далее. Но можно быть выше этого. Можно начать борьбу с российской мовою тем, что мы запретим российский мат. Хотя бы с этого. Да. В этом логика определенная есть. Но я вам честно скажу, мне неприятно. Еще раз, когда я вижу интервью с рашистами,
Они на мате разговаривают, они на нем думают. В этом нет ничего удивительного. Но мы можем от них отличаться. Ну хоть как-то. Петь песни без мата. Ну хуйло и хуйло. Ну так зачем это в религию возводить, что оно хуйло? Да, это, кстати, очень важный аспект, о котором мало кто задумывается. Но это вот то, что влечет за собой большие последствия и в относительно недалеком будущем, потому что мы же все равно и боремся за свою страну и защищаем ее для того, чтобы жить дальше в этой стране. Но вот в какой? Вот здесь возникает большой вопрос. Конечно, в этой стране мы будем жить по правилам. Это главное, что я, собственно, на самом деле, главное, что я хочу на самом деле. Я готов принять практически все. Только я хочу, чтобы это было правилом. Могу ли я, как житель страны, подойти к любому памятнику и сломать его безнаказанно? Если это можно, пожалуйста, закон. Памятники ломать можно. Если это нельзя, то недопустимо, чтобы сломанный памятник вызывал общественную поддержку. Если некое общественное деяние, которое явно противозаконно, вызывает общественную поддержку и общественную симпатию, это значит, законодательная база опаздывает за общественными настроениями. Все. Такого быть не должно. Нельзя, чтобы делать добро, как кто-то его видит, нарушая закон. Поэтому надо, чтобы законодатели говорили, что немедленно все памятники, на которых название написано там вот такими-то буквами, понимаете, это, вот список, их немедленно демонтировать. Все. Сделайте, скажите. Но не устраивайте, но нельзя поощрять людей, нарушающих закон. Нельзя. Да, это очень полезно. Я хочу еще в контексте, вот, не знаю, медицинском, полумедицинском и военном обсудить с вами, такая, очень неприятная вещь, но она прозвучала на уровне спецпредставителя ООН. Это Прамила Паттен, она специализируется на сексуальных преступлениях вообще в мире, и она сделала умопомрачительное заявление. Она утверждает, что российским военным намеренно дают с собой Виагру, чтобы намеренно насиловать женщин, детей, иногда там мальчиков и мужчин. Это не мои слова, это именно этого спецпредставителя. О чем, собственно, какой вывод из всего этого спича? Понятно, уголовные дела, это все, скажем так, неоднократно звучало уже на площадке ООН, но вот вывод поразил еще больше. Это метод ведения войны Российской Федерации. Что об этом можно сказать? Насколько здесь вот все-таки вот эти методы, да, соответствуют, не знаю, целям, или цели непонятные, а методы уж тем более? Давайте так. Первое. Я очень сильно сомневаюсь в правдивости этих слов. То есть тот факт, что офицерство, генералитет может поощрять сексуальное насилие, вот у меня и малейших сомнений нет, что это абсолютно возможно. Это раз. Второе. В большинстве случаев люди, находящиеся на передовой, не имеющие доступа к женскому полу, имеющие избыток адреналина и тестостерона, ни в каких виаграх не нуждаются. Да, у них возможна преждевременная эякуляция, но они через 15 минут будут готовы повторить. Это раз. То есть я думаю, что, скорее всего, о эректильной дисфункции, такой, чтобы их надо было лечить виагрой, я очень-очень сомневаюсь. Это раз. Во-вторых, виагра не относится к препаратам, которые выпускаются в России. Раз. И не относится, то есть там нет, генерики есть, конечно, но сама и дальше она стоит достаточно приличных денег. Это не очень дешевый препарат. Судя по тому, как они экономят даже на черных пакетах, понятно, я думаю, нет, конечно, возможно, что пожилой генералитет
балуется Виагра, я допускаю. Это все, да, вне всякого сомнения. Но то, что молодым пацанам кто-то дает Виагру, знаете, как такое, купите селедку и морочите ей голову. Вот честно вам скажу, это все фигня на постном масле. И, кстати, на таких заявлениях, как правило, и строится потом контрпропаганда. Знаете, что они врут, понимаете, и так далее. Насилие, оно присутствует в огромных размерах. Но Виагра тут ни при чем. Но прицепятся именно к Виагре. Вот так работает все. Вот все. Потому что говорится фраза, в которой какое-то слово будет брехня. А все остальное, то, что насилие поощряется, это правда. А Виагра, я сомневаюсь. Но прицепятся к насилию. А скажут, да когда? Да где? Да покажите хоть один документ, что вы закупали Виагру. Да где вы это видели? Да вообще фирма Pfizer, производитель Виагры, давным-давно нас бросила на произвол судьбы и ушла. Понимаете? И так далее. И докажут, что никто никогда Виагру не покупал, а значит вы все врете. Мы не насильники, мы ангелы. Вот так это все и построено. Поэтому к пропаганде надо относиться, знаете, это очень тонко. Контрпропаганда на том и построена, что надо найти в куче доводов одно неправильное звено и начинать по этому поводу доказывать, что вы все соврали. На этом, кстати, вся антивакцинальная пропаганда, вся, абсолютно вся. Да, это, кстати... По конечному результату там прививки очень эффективны, но всегда, когда кто-то начинает агитировать, он где-то перегибает палку, за это его зацепятся и будут доказывать, что это не. Да, это, кстати, действительно, но это звучит вот на таком уровне. Красиво, да, но это уровень. А вы знаете, я вам честно скажу, я, имея возможность общаться с людьми очень-очень там как бы высоко, и как бы участвовал во всяких там, и мероприятиях под эгидой ВОЗ, которые происходят и так далее, и ЮНИСЕФ, и послы, и кого только нет у меня в знакомцах. Да? У нас у всех создается такое впечатление, что если человека занесло в правительство, если он стал аж целым министром, понимаете, если он работает в уважаемой международной организации, где-нибудь там при ООН или при ВОЗ бумажки перекладывает, да, так он великий человек, вы понимаете. Слушай, рядом это великий бюрократ, человек, который действительно умеет вовремя перекладывать бумажки, мнение которого не эксперт, но далеко, который вообще последний раз забыл, когда наукой занимался и так далее. И так далее. Поэтому я не рассматриваю заявления экспертов ВОЗ как людей, которым я обязательно должен к ним прислушаться. Надо все делить пополам, не терять логики здравого смысла, самим анализировать и так далее. И так далее. Ну вот, собственно, это совершенно очевидно. Да, о вакцинах заговорили. Поговорим про ковид и вот волну осенне-зимнюю и о том вообще, что делать зимой. Очень коротко, пока далеко не ушли от Pfizer, эта компания заявила, что в следующем году уже будет вакцина от рака. Но это действительно технологический прорыв. Что думаете? Вы понимаете, что за одним словом рак кроется несколько тысяч разных диагнозов. Да? Опухоли разные. По скорости роста, по локализацию, по склонности к метастазированию, по органу, который они поражают. Универсального лекарства от рака нет и быть не может, по-видимому. Но будет некая, что называется, общая технология, которая позволит взять, например, у человека раковую ткань и на основе этой раковой ткани выработать где-то в пробирке антитела, то есть методику, как организм сам с этой вот тканью будет бороться, да, запустить, то есть индивидуально позволит создавать какие-то варианты лекарства. Или есть варианты, например, рака, которые очень, скажем так, похожи, например, рак мочевого пузыря, к примеру, и рак матки. Вот. И в этой ситуации возможно лекарства, которые будут пускаться массово. То есть, на самом деле, да, скорее всего, прорыв в области лечения онкологии будет. Но, вы понимаете, я вот скажу вам как на духу, Саша. Когда я слышу вот эти все разговоры про мы там победим рак, фирма Pfizer, современная медицина и так далее. Ребята, мы не можем заставить нашего мужика, которому за 40,
измерить себе артериальное давление, которое у него 100% повышено в 90% случаев. Потому что он курит, бухает и не занимается спортом. Поэтому, еще раз говорю, у 90% 40-летних мужиков украинских повышенное артериальное давление. И им надо раз в день принимать дешевую таблеточку, которая будет, если уж ты не хочешь там, не жрать соленого, перестать пить, понятно, да, перестать психовать и так далее, и контролировать свое давление. Так вот, мы не можем заставить людей серьезно относиться к своему здоровью, понимаете? Серьезно. И пить копеечные лекарства от гипертонической болезни. А не как того, что они их не пьют, это заканчивается инфарктами, инсультами. Потом 50-летние мужики превращаются в овощей. Вместо того, чтобы стать дедушкой, который будет гулять с внуками. Понимаете? И мне всегда вот это очень действует на нервы, когда есть дешевый, простой, понятный алгоритм лечения болезни, которая затрагивает там, 60% взрослого населения страны. Но мы с вами будем обсуждать планы фирмы Pfizer, понимаете, по лечению онкологии, а купить копеечный энолаприл, который входит также в программу «Доступни лики» и стоит, еще раз говорю, там 17 или 20 гривен, и пить его каждый день, если у тебя давление повышенное, чтобы в овощи не превратиться, до этого додуматься мы не можем. Вот понимаете, ситуация такая? Да, ну вот такая природа, да, вы действительно указываете на... Так послушайте, так давайте же заниматься этим, черт побери. Давайте в конце концов поймем, что уникальная особенность Украины, я об этом 100 раз рассказывал, исторически, что когда в Запорожской Сечи казаки планировали куда-то идти и говорили, в какую сторону не пойдут, и вот этот казак показывал, пойду туда, так вот эту руку казака кто держала? Казачка. И показывала, куда надо идти. Потому что женщины в Украине, они никогда не вылазили вперед, но решали всегда все. Все. Потому что пока женщины не поймут, что лучше один вменяемый, способный ходить дедушка, понимаете, чем 10 внуков. Старость надо встречать не с внуками. Старость надо встречать со своим дедом. Понимаете? Который благодаря все той же фирме Pfizer может еще что устроить вам. Только для этого же надо не бояться, что он от упадет тут с гипертоническим кризом. Поэтому что надо сделать? Женщин собирать, учить, понимаете? Но надо, чтобы работодатель, потому что иначе нельзя, интересовался состоянием здоровья сотрудников, чтобы это стало модно, культурно, чтобы ты пришел на работу и тебе сказали: Александр, вот у нас журналистский коллектив, вот у вас зарплата вот такая. Но если ты там принесешь справку, что ты ходишь в спортзал, у тебя зарплата будет больше. А если ты куришь, у тебя зарплата будет меньше. Понятно? И так далее, и так далее. Давайте поощрять, давайте из этого... Мы же строим принципиально новую страну. Мы же пытаемся эволюционировать. Мы же хотим новую Украину, отстроенную, с бумом рождаемости, с женщинами в политике, с бабушками, которые будут заниматься дедушками. Мы же хотим страну с дедушками, в конце концов. Ну да. Вот вам и информация к размышлению. Так я хочу, чтобы это все стало поводом общественной дискуссии. Понимаете? Вот это. Да. А мне говорят, что я не на том языке учу пить таблетки. Черт побери. Евгений Олегович, вот о нашей стране и вот что для вас показали вот эти последние сборы денег Стерненко и Притула на беспилотники, там один из банков, да, и United24 на там ловцов, шахидов, все заявляли одну сумму, а собрали значительно больше. Вот о чем это говорит? Я не знаю. Вот я бы честно скажу, я прямо вот, я не могу себе позволить собирать деньги. Вот не могу. Я считаю себя недостаточным моральным авторитетом для того, чтобы взять в руки чужие деньги. Понимаете? Вот и все. Я вижу, у людей нет никаких комплексов, понимаете? Вообще. Миллионы. А вы не боитесь? Такая ответственность.
А контроль, я хочу... Понимаете, какая ситуация? Но когда государство на что-то... Еще раз говорю, я допускаю, что и Притула, и Стерненко это величайшие украинцы, понимаете, слово которых, еще раз говорю, у меня даже мысли нет на кого-то наезжать. Вообще, я не наезжаю сейчас. Я хочу просто понять, как это работает. Кто определяет приоритетность, потратить на что потратить деньги? Кто? Я считаю, что финансировать детских психологов, которые будут ежедневно вести программы по телевизору и обучать родителей, не менее актуально, чем купить еще что-то. Понимаете? Я считаю, что и государство, и куча стран, которые готовы нам помогать. Почему? Если нам поставляют теплую одежду, бронежилеты, каски, да, то есть нам реально мир помогает. Почему? Потому что наше Министерство обороны, да, об этом говорит, нам нужно вот это. Наверняка же наше Министерство обороны тоже говорит, что нам нужно что-то противодроновое оружие. Это почему эти вопросы, если что-то очень так надо, настолько надо Министерству обороны, что вся страна на это собирается, то почему этим должны заниматься любители, волонтеры? Я честно, я этого вообще не понимаю. И мы каждый день слышим, правительство то дало нам миллиард, те дали 200 миллионов, те дали то, те дали все. И в это время люди последние отрывают от себя, от собственных детей, для того, чтобы купить нечто, и сплошь и рядом нам даже не говорят, что. Узнаете, это очень ценная вещь. И мне это не нравится, поэтому я в этом не участвую. Все. Да. Почему никто не говорит, давайте бомбоубежище, вентиляцию в бомбоубежищах сделаем. Черт побери. Я не понимаю, я честно вам скажу. Просто впечатление такое, что если мы можем собраться, деньги можно только на убийство. Да? Убийство рашистов, это важно. Защита нас. Но мне почему-то кажется, что чем убивают, дроны и все такое, да, то, что защищает от ракетных обстрелов, это однозначно не любительская тематика. Не любительская. Это государство, это Министерство обороны, это служба безопасности, которая определяет приоритетность, что нам позарез надо именно сейчас, сегодня. А у общества есть куча тем, которые близки каждому. Еще раз говорю, каждому. Понимаете? Дети, семья, безопасность, датчики угарного газа, датчики углекислоты, препараты, измеряющие артериальное давление, лекарства эффективные, безопасные для аптечки не военные, а аптечки детского сада, аптечки школы. Когда родители своими усилиями там ремонтируют бомбоубежище, мне это не нравится. Собственно говоря, я вижу это так. Почему? Смотрите, мы же все прекрасно мы знаем, что есть у тех же американцев, да, есть до горизонта склады с автомобилями, которые они не используют. До горизонта. И где дипломатия? Я бы действовал в этом, например, ребята, сказал бы я, дайте нам надо позарез 10 тысяч внедорожников, которые стоят у вас, таких фильмов, кадров полно. Я бы разговаривал об этом, да. Но у нас люди за последние деньги покупают всякие Нивы, ребята, Нивы покупают, понимаете, да? А эти деньги же нужны позарез. Еще раз, почему эти деньги не отдать психологам, педагогам, отправить наших детских психологов на курсы повышения квалификации или пригласить сюда, поучить. Я вижу так. У меня, просто еще раз, я все время чувствую себя каким-то, чужим на этом празднике жизни, понимаете? Более того, как только я скажу, что я не согласен, скажут, как, ты обидел Притулу, ты его не любишь. Сережа классный пацан, дай ему Бог здоровья. Он патриот Украины, он нормальный хлопец, достойный всяческого уважения. Но у меня другие представления о том, чем должно заниматься в войну гражданское общество. Могу я иметь другое мнение? Могу. Но все, мне конец.
Это да. Это точно. В комментариях почитаем, конечно, что вы думаете на этот счет. Я вам честно скажу, что если я буду читать комментарии, то больше всего на свете захочется просто все послать нахрен. Потому что я вижу тут такое количество ссыкунов, которые постоянно учат меня, как любить Украину, что я вам честно скажу. Все это слушайте, настолько достало. Ну, вы... Они не могут успокоиться. Вот люди постоянно считают себя экспертами. Вот у них есть некая градация. Как надо любить Украину, на каком языке надо любить Украину, кому можно давать интервью, кому нельзя, понимаете, с кем можно говорить, с кем нельзя говорить, и так далее, и так далее. Ну, блин, и люди, что главное, что люди, которые, как сказал классик, там собачьи будки в жизни не построили, понимаете, они, тем не менее, являются экспертами, что я старый дядька, я видел в жизни столько, вам и не снилось, блин, понимаете, я столько раз, короче, ладно, Сань, поехали. Да, я просто, продолжаю эту тему. Вы прям какой-то Илон Маск, Евгений Олегович. Ну как можно было Маска послать матом? Ну как? Ну вот объясните мне. Ну где логика? Ну как? Просто у нас человек будет делать все, что угодно. А потом он совершит нечто, и вы с ним не будете согласны. И это вот уже наша особенность. Ах так? Иди туда-то, будь ты проклят, и так далее, и так далее. Да вы что, ребята? Да вы что? Если человек что-то говорит или с чем вы не согласны, ну так работайте. Объясняйте позицию. Если это уважаемый человек, самый богатый человек в мире, то ничего страшного, если к нему, там, например, с ним возьмет и встретится, например, например, Андрей Ермак. Позвонит и скажет: Илончик, давай поговорим. Сядем, выпьем вина и поговорим. И я тебе покажу. Хочешь, прилетай к нам. Мы тебе покажем Бучу. Мы тебе покажем пыточные. Да, ты потом скажешь: да, это пыточная ерунда, пусть забирают себе Крым, лишь бы ушли куда-нибудь подальше. Понимаете, только не надо. Понятно, что человек не в контексте. Что пока у тебя дети не начнут орать, у тебя рядом с тобой от бомбежек, от воплей, от всего, понимаете, ты не поймешь, что испытывают люди. Но, надо понимать, этот человек нам полезен. Не надо рогами вперед. Когда люди, которые являются сертифицированными дипломатами первой линии, еще раз говорю, дипломатами первой линии, которые должны быть примером искусства переговоров. И эти люди, не знаю, наверное, я неправильно. Да уж, Евгений Олегович, это такая ситуация очень показательная, но вроде бы как разрешилось все, будет продолжать финансировать интернет, и вроде бы... Видите, если бы нам еще знать, благодаря кому разрешилось, кто ж с Илоном поговорил таки? Это же ему не приснилось, что мы все-таки хорошие, правда? Да, кто-то, видимо, поговорил и как-то вот все-таки достучались, хотя там был разговор на уровне администрации США, Пентагона, и вот этот вот пост о том, что, который радостно восприняли все украинцы, что все, Маск будет продолжать и дальше платить за Starlink и интернет по ним, ему предшествовали, и в нем самом зашито то, что есть компании, которые получают из госбюджета, а есть вот такие, как моя, которая вот помогает безвозмездно. То есть там тоже все не все так просто. Вот вы мне можете, Александр, объяснить? Вот просто, чтобы я хоть что-то понимал. Почему житель Польши может легально купить себе Starlink, а житель Украины не может? Почему? Вот почему? Почему, если ты хочешь Starlink, то ты должен позвонить? Да, у нас куча есть деревень с хреновой связью, и так далее. Есть такое же, есть. И люди готовы, что фермер какой-нибудь, который не может связаться со своими, и так далее, он готов, не такие страшные деньги Starlink сейчас стоит. Что он должен сделать, этот фермер? Он должен позвонить товарищу в Польшу и сказать: купи Starlink, и пришли мне, и так далее. А я потом это... Объясните мне, почему? Почему, если ты заходишь там в сервіс Starlink, там нема української мови? Чого? Я вот не понимаю. Меня это обижает. То, что он там трындит про Крым, он никто, он не влияет на Крым. Но на языки приложения Starlink он влияет. Но почему-то на это мы не обращаем внимания, мы считаем это нормально. Там пример элементарный. Вы же блогер, допустим, да? У вас есть ваш YouTube-канал, да? Вы знаете, что есть там, допустим, вариант спонсорства, да? У вас есть спонсор.
Да? Но есть такая в Ютубе функция, называется супер спасибо. Когда человек может просто, как дать чаевые блогеру. Да? Вот вам помочь вас. Вот просто раз и дал вам денег. И все. Без всяких обязательств, без подписок, без ничего. Называется функция супер спасибо. Но в Украине она не работает. Да. В Польше работает, а в Украине не работает. В Эстонии работает, в Литве работает, в Латвии работает, в Румынии работает, в Болгарии работает, в Украине не работает. Почему? Почему? Почему из нас делают людей второго сорта? Почему? Почему эта функция есть в Болгарии, у нас нет? И мы молчим. Это нас не обижает, не унижает, да? А я считаю, что это нас унижает и обижает. Попробуйте, зайдите, тот же там китайский Алиэкспресс. У него украинская версия сделана через жопу, прости господи. Почему это нас не обижает? Ну, зато первая леди инициировала путеводители в музеях мира на украинском языке. Уже какой-то прорыв. Замечательно. А Министерство цифровой трансформации должно заниматься тем, чтобы основные цифровые продукты, основные мессенджеры, в конце концов, да, были цифровых функций, начинали тестироваться, реализовываться. Где? В нашей стране. Мы достойны этого. Мы показали это всему миру. Что мы гордый, свободолюбивый народ, готовый рисковать всем ради своего светлого будущего. Но оказывается, есть некая функция в задрипанном Ютубе, прости господи, которой мы недостойны. Ну, если бы только одна. Да, вот в том-то, так для этого же нам и нужно Министерство цифровой технологии. Понимаете, вот для этого, чтобы контролировать, чтобы понимать, чтобы и так далее. Вот для этого они и нужны, конечно. Потому что если в медицине есть протокол, да, и не надо изобретать велосипеды. Почему у нас сейчас такой рывок в медицине поля боя? Потому что никто сейчас на поле боя не оказывает помощь по протоколам советской армии с резиновым жгутом и перекисью водорода. Понимаете? А работают по понятным международным протоколам. Так такое должно быть везде. Везде. Вот так вот. А нету в международном протоколе врача, который получает там $500 в месяц. Не бывает таких врачей. Но мы собираем деньги на кого угодно. Хотя наши врачи, наши учителя нуждаются в поддержке намного больше, может быть, чем все остальное на сегодня. В каких условиях они существуют? Господи, это катастрофа, через что сейчас проходят учителя. В какой они стрессе, эти учителя, которые со своими детьми онлайн каждый день и так далее. Я просто по внукам своим вижу, они учатся онлайн. На какие нагрузки, на учителей, на все остальное. Но общество готово с утра до ночи, общество, гражданское общество, обсуждать там противодроновую защиту. Хотя противодроновая защита — это функция Министерства обороны. Понимаете? А помощь детям, бомбоубежищам в школах, помощь учителям — нет, это не патриотично. Евгений Олегович, мы о врачах, давайте вот здесь продолжим по этой линии. Здесь министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, по-моему так, заявил, что кризис энергетический, инфляция большая в Германии, поэтому, мол, общество, готовьтесь, закрывать больницы будем. Ну и так уже прикинули журналисты, 1900 больниц в Германии, там почти 500 000 койко-мест, и вот как-то встрепенулись после этого заявления. Понятно, что это Германия, но это же Германия, это же все-таки локомотив, считавшийся Европейского Союза. А что уж говорить о нашей медицине и закрытии наших больниц? Нечего говорить. Тем не менее, я всегда очень спокойно отношусь к разговорам про закрытие больниц. Мы еще не дошли до понимания, для чего нужна больница. Понимаете? Еще раз. Вот вы автомобилист, Саш? Да. Вот вы понимаете разницу между тем, когда вы приехали на сервис, да, и через час поехали домой, или когда вам говорят, надо машину оставить на неделю? Да, это немножечко разные вещи. И почему ее надо оставить? Потому что
нужно такое серьезное вмешательство, что это на ходу не сделаешь никак. Понимаете, да? И если уж вашу машину оставили, то вам будет очень... У нас, кстати, это тоже занимает. Вот вам оставили вы машину, и что? Придет мастер, 2 часа на нее посмотрит, и потом она будет стоять следующего дня. Да? Это же не мастерская. Так не бывает. Если уж машину оставили, то должны 24 часа в сутки ею заниматься. Вот, собственно говоря, больница – это место, где проводят очень интенсивные действия. Очень интенсивные действия. Там нет завтрака, обеда, ужина, условно говоря. Понимаете? Там сегодня сделали 1 анализ, завтра 2, послезавтра 3. Нет. Если вы попали в стационар, то это как конвейер, где за 2-3 дня надо понять, что вы хотите. Операция. Так нельзя такого, чтобы человек неделю там лежал перед операцией в больнице. Потому что быть в больнице это безумно дорого, понимаете? Да? Что никто не понимает, что такое там всякие... нету в мире такого понятия, как санаторий, профилакторий. Не бывает такого, понимаете? И так далее. Больницы, где ходят вот эти люди в пижамах, собираются, общаются, играют в шахматы. Там, таких больниц не бывает. Это чистый совок. Это кончилось все давно. И если пойти по этому пути, так правда, больницы можно очень-очень сильно сократить. Просто, когда человек говорит, можно я лягу, чтобы мне покапали? Шо покапали? Это что за метод лечения покапали? Ой, мне так хорошо, когда мне покапывают витаминки. Понимаете? То есть нигде в мире не понимают, что такое полежать, покапать витаминки. Но у нас, он сегодня пошел, напухался, завтра пошел капать витаминки. А мы говорим, у нас мест в больницах не хватает и так далее. И так далее. Да, у них есть куча стационаров, которые, где очень интенсивно они работают, и сократят, возможно, они интенсифицируют это. Они переложат там какие-то функции на медсестер, например, которые сейчас делают врачи. Но, тем не менее, они никуда не денутся от неотложной помощи, которая не может быть отложена. Понимаете? Вся эта западная медицина, которой страшно недовольны наши люди, которые сейчас попадают в Европу. Которые отвечают, что это у нас можно. Прийти к врачу, когда ты хочешь. Сказать врачу, что нас это не устраивает, назначить нам что-нибудь другое. Понимаете, да? О, да. Когда, мне, помню, страшно понравилось, как кто-то, где-то он был в Голландии, по-моему, да, там записались, животик у ребенка болит. Записались, через 2 недели пришли по поводу животика, который болел. Пощупал доктор животик, сказал, ничего страшного, идите домой. Сказала мама, ой, у нас еще ушко болело. Ушко? Запишитесь, через 2 недели придете, я вам ушко посмотрю, понимаете. Такого, чтобы ты прямо сказал, посмотрите нам еще ушко, и тебе тут же разбезали ушко. Но! Если ребенок упал, потерял сознание, начали судороги, перестал дышать и так далее, то помощь будет оказана немедленно. Прилетит вертолет, заберет этого ребенка и будет тут же его лечить. Понимаете? То есть в экстремальных ситуациях. Но у них такой подход к медицине. Такой. У них зимой полкласса будет с температурой 37,5 и соплями. И их это не волнует. Они считают, что лучше ходить 37,5 с соплями, чем по поводу 37,5 засовывать в ребенка 10 лекарств. Но это разные подходы. Есть такие и такие. Но судя по тому, что у них образ жизни, точнее не образ жизни, а продолжительность жизни больше, чем у нас. Что у них бабушки не на лавке сидят, сплетничают, а гуляют с дедушками. Дедушки не поумирали, понимаете? У бабушек есть дедушки. То значит, у их принципы лечения лучше наших, справедливее. А у нас же, еще раз говорю, когда в райцентре, где живет 20 тысяч жителей, 12 аптек, ребят, извините. Да. Евгений Олегович, ковид не спит, потому что многие считают, что как бы и не стало его их всех, куда не стало. Я рассказывал когда-то эту историю, как мы в молодости, мы плавали на плотах, там в Красноярском крае по тайге там. И там были вот такие комары, которые жрали нас с утра до ночи. Но когда-то мы попали на участок реки, которая там она была такая. Короче говоря, там вылетел настоящий таежный гнус. Когда вылетел настоящий таежный гнус, то мы мечтали о комарах. Мечтали, понимаете, о том, как это какая-то прелесть, понимаете? Потому что его видно и так далее, и так далее. От него можно ударить, а от гнусов ты ничего сделать не можешь. Поэтому все познается в сравнении. Вот.
на фоне Пуйла и его армии коронавирус – это очень малое зло. Он продолжает убивать людей. Люди продолжают болеть. Но все жители Украины имеют антитела к коронавирусу, выработанные посредством вакцинации, посредством болезни. То есть мы все имеем антитела. Они не идеально совпадают с тем циркулирующим вариантом, который есть сейчас. Не идеально. Но тем не менее, они в основном профилактируют тяжелые, смертельные, реанимационные ситуации. Но люди с проблемами иммунными, люди с ожирением, люди с диабетом, люди со щитовидкой больной, с астмой, с онкологией, с иммунодепрессивной терапией, эти люди болеют коронавирусом очень тяжело и умирают. Собственно говоря, все. Я вижу, что коронавирус присутствует. Он дает достаточно много по-прежнему осложнений. Вот. Ну, допустим, сейчас я чаще вижу не потерю обоняния и вкуса, а проблемы с суставами, проблемы с мозговой деятельностью, с психическими расстройствами. Много людей, которые жалуются на выпадение волос. Огромное количество мужиков жалуются на снижение потенции очень серьезное. И вообще, понятно, что еще это сочетается с войной и со всеми делами. То есть тоже куча своих проблем. То есть новый пласт совершенно проблем. Ковид у популяции, имеющей антитела. Это требует своих подходов, своего, и так далее. Но когда, опять-таки, я вам еще раз говорю, что я записываю там видео, условно говоря, про войну. Или вот наше с вами интервью, да, наберет в 10 раз больше просмотров, чем мое видео про коронавирус. А я записал видео и про коронавирус, и про вакцинацию от коронавируса на данном этапе. Понимаете? Это, к сожалению, это наша особенность. Особенность, такое общество, понимаете, которое не ценит здоровье, пока оно есть. А потом, когда люди начинают его терять, выясняется, что инструментов по восстановлению здоровья мы не выработали нормальных. Точнее, те, которые есть, они... Знаете, еще раз говорю, никто не замечает учительницу, пока она есть. Понимаете? А когда ученица заболела, и ребенок садится на голову, ой, где же Мария Ивановна, что с ней случилось? Может, надо что-то сделать. А учителей и врачей надо беречь и замечать, понимаете, пока все хорошо, а не ждать. Эпидемия будет? Кого? Коронавируса? Это волна. Волны особо и не будет, оно уже и так есть, его полно. А вот грипп будет и плохой, скорее всего. И я вообще до сих пор ни от кого не слышу, что где есть вакцины от гриппа. Весной был очень плохой грипп в южном полушарии. Очень плохой. Много. Обычно то, что весной бывает в южном полушарии, осенью бывает в северном. Понимаете? Поэтому, опять-таки, получается, что грипп тоже меньшее зло. А грипп плюс ковид на фоне войны, стресса и всего остального, это нехорошо. Нехорошо. Но я хочу, чтобы хотя бы, например, президента и офис президента привили от гриппа хотя бы. Защитить тех, кто нам особенно дорог. Они нам нужны в работоспособном состоянии. Я могу поспорить, что все те премьер-министры и люди, европейцы, которые сюда приезжают, вы у них спросите, вы привиты от гриппа? Спросите у них. И они вам что скажут? Я вас уверяю, они все привиты от гриппа. И спросите у наших. Вот будет первая конференция. Кого угодно из первых лиц страны. Спросите, вы от гриппа привиты? Спросите. Мне будет очень интересно услышать этот замечательный ответ. Да. Вот так. Хотя юридически они обязаны защитить себя. Потому что на них возложена огромная ответственность. Они должны быть на ногах. Всегда. Поэтому они должны быть привиты от всего, от чего только можно. Дорогие друзья, пожалуйста, перейдите на YouTube-канал Евгения Комаровского. Он будет отмечен как пользователь YouTube в описании. Зайдите и посмотрите, не только о политике или каких-то общественных резонансных событиях, это обсуждение, а зайдите за полезным. Это мой вам призыв. Подпишитесь, если не подписаны на Евгения Комаровского, и уделяйте время, важному тоже. И, конечно, буду всем признателен, если подпишитесь на мой канал, и, конечно, поставите лайк этому видео. Евгений Олегович, это просто, разрыв.
Я такого не встречал нигде и никогда. Это короткое видео, вот YouTube Shorts на моем канале, где Евгений Комаровский, собственно, говорит о зиме. И комментариев уйма. Причем заходят патриоты Российской Федерации, чтоб ее, и там злорадствуют. Кто-то ругается из украинской аудитории. Ну, в общем, разные комментарии. О чем идет речь? Вот вы же смотрите, что происходит. Что берут мои видео, понимаете, кто-то их режет, кто-то добавляет. Я понятия не имею. Вот вы говорите там, у вас там какой-то. Я понятия, вот вы сейчас говорите мне, я понятия не имею, о чем речь. Вот честно скажу. И что я там рассказываю? Вы там, ну, это фрагмент из нашего прошлого интервью, да. Призываете учить пользоваться печкой. Обычной, дровяной, да, или угольной, ну вот печкой с поддувалом, скажем так, вот как в домах. Санечка, смотри, видишь, вот видно, вот смотри, видишь, вот смотрите все, думаете, я вам это продаю? Нифига. Стоит эта штука, сейчас скажу тебе, сколько она стоит. Не ломайте, Евгений Олегович. Не, она тут так сделана, это наши друзья китайцы, нахренячили, классная штука, короче говоря, она мигает зелененьким раз в 30 секунд, это означает, что оно в сети. Это датчик угарного газа. Датчик угарного газа. Все. Я говорю о том, просто элементарно говорю вам, ребята, стоит, сейчас пишу, стоит это $12. $12. Это $12, это цена жизни семьи. Куча народу, понимаете, сейчас начнут топить, не понимая, что такое угарный газ, как он образуется, что от этого нельзя вылечиться. Это безнадежно. Если вы надышались, вы умрете. Ребенок ваш умрет, вы умрете, если вы не понимаете, что если у вас есть горение любое, газа, печки, но нет вентиляции, нет тяги, не заходит в комнату свежий кислород, то в условиях малого количества кислорода образуется угарный газ, который вас убивает. Просто дело в том, что угарный газ всегда осуществлял селекцию людей, которые жили с огнем. То есть люди знали, что это смертельно. Люди учились. Печник была уважаемая профессия. Понимаете, человек, который трубочист, была уважаемая профессия. И знать, что такое тяга, и когда можно закрыть, и как открыть. И естественно, все окна были старые, со щелями, со всеми делами. Это же не наш пластик. То есть всегда был подсос свежего воздуха через щели, которых сейчас нет из-за современных окон и так далее. Оно сплошь рядом экономит, там, не используют режим микропроветривания, нет тяги. И вот куча народу сейчас, которые не имеют опыта жизни с открытым огнем, понимаете, они сейчас пойдут в зиму, в отключение электричества. Или эти люди, которые сейчас из городов переехали в деревни. Понимаете? Хобана. А пригласить печника, а печник в деревнях, я это знаю. Почему? Потому что я сейчас нахожусь в деревне. Так вот, нормальный печник 1 на 4 окрестных деревни. Ну, потому что это не та немножко специальность, понимаете? И куча проблем. И когда я вам говорю, ребята, алло, каждый человек, вот ты руководишь там громадой, вот как это раньше называлось, председатель колхоза, председатель сельсовета, да? Вот посмотри, сколько у тебя тут переселенцев. У тебя в сельсовете 30 домов старых, заброшенных, в которые сейчас переехали переселенцы. Возьми из своих денег сельсоветских, заплати печнику, пусть возьмет помощников, пройдется по этим домам. Раз. И второе, купи. Сколько домов, столько датчиков угарного газа. И батарейки обязательно купи. Батарейки. Их 3 штуки тут надо, но их на полгода хватит. И дай им каждому, и предупреди, что если я приду к вам, и у вас не будет стоять датчик угарного газа, я вам гуманитарку не дам собакам. Не дам. Вот так это делается, Саша. Понимаешь? Не надо играть в демократию. Люди сами не понимают. Значит, кто-то должен быть умный. Понимаешь? Но когда я записываю видео про угарный газ, и говорю вам, люди, вы смотрите видео про угарный газ. Человек, который потратит 10 минут на просмотр моего видео про угарный газ, может спасти жизнь себе и куче народу еще. Все, что я от вас прошу, потратьте 10 минут. Возьмите и поделитесь этим видео.
Просто поделитесь. Людям лень нажать кнопку «поделиться». Но зато, патриотизм наше все. Давайте рассказывать. Комаровский хороший. И учить меня опять-таки любить Украину. А вам жалко кнопочку нажать. Если вы сами не можете на эту тему видео записать. Людям объяснить и так далее, и так далее. Причем объяснить понятным языком. Без умных слов. То есть я уже в печника превратился. Сань, я могу там взять другой. Вот еще один датчик. Пожалуйста, вот он стоит следующий. Это датчик углекислоты, который позволяет оценить вентиляцию воздуха в помещениях. Сколько я уже про него и так далее. Но стоит какой-нибудь датчик показать. Комаровский торгует датчиками. Да идите в жопу. Евгений Олегович, кроме угарного газа и вот этой проблемы, к которой мы вернулись, но которую мы в нашем прошлом разговоре тоже освещали, вот на неделе, которая была неделю назад, начались обстрелы инфраструктуры, и понятно стало, что с электричеством будет напряженка. Вот как ни крути, даже если, дай бог, все остальные ракеты, которые полетели, собьют и будут лететь, будут сбивать, но тем не менее что-то попадает. Мы уже остановили экспорт электричества в Европейский Союз, это о чем-то уже договорит. В общем, все понимают, что зимой будет непросто. Западная пресса рисует гуманитарную катастрофу в связи с этим вопросом. Но у меня к вам финальный вопрос, как вот человеку, который жизнь посвятил практическим советам. Кроме уже сказанного, можно от вас услышать главный практический совет наступающей зимы, которая, мы так понимаем, будет без изобилия электричества, возможное отопление? Прежде всего, не нагнетайте. Если в помещении будет больше плюс 10, не помрете. И ничего страшного не будет. Одежда, еще раз одежда. Многослойная одежда, качественная. Опять-таки, учтите, что в том же спальном мешке согреться легче, чем под одеялом. Потому что надо сохранить тепло своего организма. Да? Поэтому вы сейчас, друзья мои, подумайте про то, как вы будете сохранять тепло. Понятно? Продумайте про спальный мешок. Раз. Про то, как взять, возьмите любой спальный мешок, положи фольгу и еще один слой ткани. Можно, поинтересуйтесь, как все это делается. Опять-таки, что бы я еще хотел, Саш. Вот вы можете мне ответить на вопрос. Вот есть у вас помещение, которое обогревается электричеством. На улице 0 градусов. Что экономичнее? Включить на обогрев кондиционер или включить электроконвектор? Что? Вы знаете ответ на этот вопрос? По всей видимости. Я не знаю. Смотрите, мы с тобой можем только гадать. Да. Предполагать. Все. А люди должны, реально сейчас получить прямые указания. Понимаешь? Есть там, меня удивил даже такой есть совет, например, что если рядом с холодильником находится радиатор отопления, то холодильник на 10% электроэнергии больше жрет. К чему я все это? К тому, что я могу рассказать, как профилактировать болячки в условиях плюс 10 помещений. И я вижу, что тут ничего особенно страшного нет. Потому что, несмотря на плюс 10, надо все равно проветривать. Нельзя использовать там газ для обогрева. Понятно? Да, надо использовать многослойную одежду, еще раз, герметичную. Надо сейчас запастись термобельем, шерстяными носками и так далее, и так далее. Все, собственно говоря. Да? Если у вас детеныш, и вы за него сильно волнуетесь, есть замечательный такой материал неопрен. Вот его используют подводники, например, да. Он в ледяной воде люди плавают и не мерзнут, понимаете? Носочки из неопрена, которые вы наденете на детеныша, никогда у него ножки не замерзнут, понимаете? И он может в этих носочках бегать по ледяному полу, и ничего с ним не будет, да. Так я к тому говорю, что сейчас пришло время, когда не только эксперты по военно-политической мысли должны заполнять информационное пространство. Понимаете? Каждый вечер
500 000 людей собирается возле экрана, потому что они хотят услышать от Арестовича Свегина, понимаете, что будет вообще в этом окопе, понимаете, да? Но почему нельзя сделать так, чтобы хотя бы 100 000 человек собирались каждый вечер и послушали внятные, понятные, практически реализуемые советы от экспертов, как сохранить электричество, как лучше и безопаснее обогреваться, да? Какой конвектор хороший и так далее. Ну, короче, реальные прикладные советы. Вот что я хочу, понимаете? Потому что страна должна понимать, это гражданское общество так функционирует. И задача государства управлять этими процессами. Управлять. Да, это не приносит денег, но это приносит жизни и здоровье. И этими надо заниматься. Вот и все. Ну, так дальше. Но у нас куча экспертов, которые, если ты расскажешь что-то, придут тебе опять-таки учить патриотизм. И я не знаю, как вы же... Ну, не, на самом деле у меня есть уже иммунитет на это все. Понятно. Но самое грустное, Саша, в другом. Что ты прекрасно понимаешь, что если ты запишешь видео про то, что Путин пуйло, что в принципе и так понятно, то его посмотрит там условные 200 000 человек. Если ты запишешь видео про угарный газ, его посмотрит 30 000 человек. То есть в 6 раз меньше. Более того, они даже поленятся поделиться. И все. Да. Ну что я вам скажу? Это точно. Это, знаете, это один из, образно там вопросов, понятно, их тысячи, сотни вот таких хайповых тем, и в том числе и у вас можно было спросить ваши отношения, как вы относитесь, что разведка украинская за Гиркина, который пошел воевать, дает $100 000 за пленного, и это сразу же, конечно же, у всех вызовет, что же ответил Комаровский, аж как они вот с Шелестом обсудили вот эту цену этого Гиркина, и всем это гораздо интереснее, чем как выжить этой зимой. Это понятно. Ну, ради бога. Что я могу сказать? Ну да, это так и есть, к сожалению. Ну, что тут делать? Это, кстати, один из критериев зрелости гражданского общества и зрелости политического класса. Я считаю, что просто поймите, я об этом говорил и повторяю. С самого начала войны. О том, что мы должны сделать все, чтобы жизнь продолжалась, чтобы общественное пространство информационное было заполнено не только трупами и смертями, изнасилованиями, убийствами и мерзостью. Вообще информационное пространство должны заполнять люди, которые помогают нам выживать. А в отрыве от телеграмма. И людей продолжают интересовать стандартные вопросы. Про еду, питье, одежду, городской транспорт, бытовые услуги, как приготовить еду, как получить то, сё, 5-е, 10-е. И профилактика ОРВИ в бомбоубежище не менее важна, чем профилактика травматизма. И так далее. И этим надо заниматься. Ну, спасибо, занимаемся по мере сил. Но беда-то в том, что, вы поймите еще раз, Саш, что опускаются реально руки. Потому что я плачу деньги своим сотрудникам, понимаете? Я вынужден там заниматься рекламой. Понятно, что я очень селективно отношусь к рекламе. Да, и позволяю себе рекламировать только то, что я буду использовать сам, допустим, да, и то, что мне нравится и так далее. Но эти деньги я трачу на сотрудников, которые готовят информационные материалы, которые работают, монтируют видео, занимаются всем этим делом. Свет, монтаж, газ, то, все, 5-е, 10-е. Понимаешь? Мы с тобой беседуем на ночь глядя. Что я не могу сейчас пойти и попить водки, в конце концов? Понимаете? Что мы должны вот эти вещи с тобой сейчас на это время тратить? Понятно? Да? И так далее. Но мы это делаем. Они даже смотреть не хотят. Даже им это не надо, понимаете? Надо. Им даже не надо. Потому что их расстраивает угарный газ. Вот Гиркин их не расстраивает, понимаешь? А угарный газ их расстраивает, блядь. А потом я еще, начинаю просить, чтобы они не матюкались. Как тут не матюкались? Да, об этом... Я точно так же знаю, Саша, как сделать ролик, который будет 1 000 000 человек смотреть. Я сейчас напишу, как не потерять потенцию в окопе. Оба-на! И все будут смотреть. Или что сделать с мужем, который пришел с фронта, чтобы он много раз.
Так что, опускаться до этого уровня? Или, может, все-таки подумаем про то, как? Подумаем. И обязательно обратимся к комментариям и к вашим мыслям, дорогие друзья. Спасибо вам большое, что вот вопреки там определенному пессимизму Евгения Комаровского вы посмотрели это видео и более того досмотрели его до конца и поставили лайк ему. Спасибо вам большое за внимание, а вам, Евгений Олегович, за время, уделенное для этой беседы. Спасибо, ребята, ми обов'язково переможемо. Тримаємося та єднаємося. Слава Україні! Героям слава, друзья! Берегите себя, думаем о важном и главном. Ну и, конечно же, увидимся в новых выпусках. До скорого!